Привет, друг. Привет, друг. Давно с тобой не виделись. Очень давно. Интервью с тобой не было. Всем интересно узнать, кто ты, что ты, с чем тебя едят. Начнем, наверное, с базового вопроса самого твоего, так сказать, начала пути в доте. С чего он начался, почему дота, как ты к этому пришел? Я раньше не особо любил стратегии. Вот. У меня брат играл в основном в Warcraft 3. У меня мама что-то прошла в Warcraft. И я подумал, Мама? Мама Warcraft прошла, вот. Дважды причем, по-моему. 2 компании. Потом у меня брат скачал доту. Вот. Я сказал, я в это говно ни разу не буду. Я в это говно в жизни, типа, не зайду. Вот. А потом они что-то играли в доту. У меня было 2 брата, у нас был один ПК, типа, на 3. И они играли в доту, а мне ничего не осталось делать. Я просто пошел тоже с ними играть в доту. Ну, ты смотрел сначала, как они играют, да? Наблюдал просто за ними. Ну да, Он да. такой, дайте я. У меня выбора просто нет. Ну, когда у тебя 2 брата играют в доту, тебе нечего больше делать. А во что ты играл до доты? Или не во что? До доты базовые детские игрушки, типа. Типа GTA, да, там, вторая. Ну, типа. Ты из маленького городка Ачинск. Как там развито дота-комьюнити? Там есть клубы, какие-то турниры, может, были 5 на 5? Турниров не было, компьютерный клуб был один за 10 рублей в час, где челы в ВК сидели просто. Мне повезло просто, у меня в городе, наверное, вот в моем классе вот реально было человека 3, которые в доту играют. А я думал, в остальных школах вообще даже не было людей, которые даже в доту допускали. Они не знали вообще про доту? Да, да. Когда у тебя появился комп, получается? Сколько тебе было лет? Твой именно личный? Да-да-да. Но у меня появился, когда мне было лет 9, наверное, и потом мне его забрали. Забрали, что-то с ним случилось, короче. Вот, и уже потом личный мой появился лет, наверное, 15. Забрали, за что ты не помнишь? Я не помню, меня отец привозил типа с офиса комп, и потом в компании стало в моменте. Мобил сломался, Павел был чинить, что-то типа. А, ты приходишь со школы, компания нет. А как ты с братьями? То есть ты вот приходишь со школы, так я понимаю, да? Это Да. лет 7 тебе, 8. Со школы приходишь, комп занят. Ну, постарше, лет 12. 12. Может, даже 14. 14 лет. Где-то так, да. Со школы приходишь, комп занят. Ну да, но И- у каждого был лимит по 2 игры, типа, в день. А, серьезно? И вы Ну типа да, менялись? да. Мы менялись, да. А у Кому-то, тебя типа, старшие братья? нет, один ровесник мой, вот, на месяц младше, типа, двоюродный, а родной старше, на 3 года старше. Но они с дотой никак жизнь свою не связали. То есть они вот поиграли, тебя поучили немножко и такие. Ну, двоюродный играет до сих пор, типа, вот, а родной больше в КС ушел, и там, и в жизнь. Вот, он больше по КС. А двоюродный играет не в профкоманде, просто там типа паблики и все. Да просто кайфует. Просто Вот там игра. 7 тысяч у него, 8. Ну да, лысик. Лысик? Лысый титан, типа. Без цифр. Но он за тобой смотрит, болеет, поддерживает. Да, да. Он телеграм-канал ведет. Он ведет твой Да, телеграм-канал? но он меня попросил, типа, хоть что-то вести. Я говорю, вот, телеграм-канал на веди. Вот. Так я не хотел его даже развивать. Почему? Не знаю, не впадло просто было бы заниматься этим. Да, я думаю, со временем придет. Просто для тебя что-то вот переход в тир-1 команду. СММы, всякие вот эти истории, медичка. Это тоже важно. А какие у тебя интересы были помимо доты? Я на тебя когда первый раз посмотрел, я подумал, ну он точно не ноулайфер. Он точно типа где-то ходил, там куда-то двигался. Ну, это было main, наверное, мой интерес в том, что я где-то гулял, типа, с друзьями. В целом, в маленьких городах это супер популярно в плане. Ходить там куда-то компания гулять, постоянно куда-то купаться летом. А так еще, ну, в КС-ку поигрывал моментами тоже. А если бы вот дота не появилась в твоей жизни, вот не было бы доты, ты бы чем занимался? Музыкой, наверное. Петь? Играть? Нет, сводить, там, записывать. Диджей. Ну, типа. Диджей из города Ачинск. Not типа. me. Почему вообще как хобби это не используешь сейчас, в данный момент? Вот там приходишь домой, там, вот поиграл там 10 пабликов, сыграл там праки. Такой, блин, сейчас вот буду сводить музыку. Не, у меня времени... Такого нет, да, вообще момент? Ну, я в целом могу просто послушать музыку, так, знаешь, включиться, но чтобы что-то делать, вообще супер. А ты меломан прям? Все Ну, подряд? чуть-чуть, да. А как появился интерес к музыке, вот именно сводить музыку? Не знаю, просто, ну, нравится музыка, все. Дота. Почему именно 4-я позиция? Почему ты вот зашел в доту и такой, блин, буду вот саппортом? Или как это? Или ты сначала зашел в доту такой, нет, вот буду керри, мидером, а потом такой, не, буду саппортом. Как это получилось? Когда только в Dota начал играть, играл на керри, ну или лесниках, я не знаю, не помню особо на чем. Вот, играл там на ВК, на Урсе. Потом уже более осознанно, короче, в моменте я такой сижу с братом и такой, а научиться бы на инвокере играть. Я говорю, вот с этого момента я начинаю играть на инвокере. И что-то потихоньку начинал. Игорь Стоун играл на инвокере, вот. И потом что-то пошло-поехало. Ну, это мид инвокер был. Да. Ну, на мид. Или там я уже фул на мид пересел, и на миде уже развивался. А зачем ты вообще выбрал одного из самых сложных героев в доте? Типа по приколу? По приколу. Челлендж. Ну, типа, ну это прикольно, на самом деле. Но у тебя сейчас на инвокере больше всего игр, как я знаю, да? И среди всех. Да. На инвокер был в мете 4, да? Ну как? Нет, вообще не был. Не был никогда Не вообще? был. Нет. Ну, кто-то играл временами, но он прям, чтобы в мете на 4 не был. А почему все-таки 4-я позиция? Как ты вот играешь на миде, на инвокере, у тебя там уже 1000 игр, ты такой, не, ладно, буду
Худвинг. Когда у тебя ранг 1000 или 1500, тебе, ну, кто мид уступит. Вот. Да, все И говорят, ты да, играл, ну вот, я играл типа на всех ролях, которые мне дают, ну вот, которые мне позволяют реально. Одобрение, так сказать, старших. Вот, играл на этих ролях, потом как-то понял, что у меня больше на спортах получается, и потом уже перед тем, как я пошел в первую команду, определился, что буду играть именно на четверке, потому что более по кайфу. во время игры у тебя больше экшена происходит, ты Ну, перемещаешься она по карте, да? такая разнообразная роль просто. Ты можешь делать так, как ты видишь. У тебя нет шаблонов. Нотми, ник, как вообще появился? Было какое-то мнение, не знаю, какая-то теория, что это альтер-эго Дахака. Ты видел эту штуку, нет? Нет, не видел? Короче, было какое-то такое мнение. Но как ты выбрал ник Нотми? Супер кринж. Это на самом деле супер народно появилось. Нет, сейчас сказал, что это супер кринж история. Ну, супер кринж, да. Но просто раньше ты должен был, чтобы ник поставить постоянно, ты должен был заходить на сайт, ты его подтверждаешь, и он у тебя год висит. Еще до того, как я вступил в команду, я такой, поставь себе профессиональный ник. Просто еще на рандом написал. Вот то, что первое в голову пришло, то и написал. А потом уже, когда пришел в команду, у меня был этот ник, потом у меня была возможность поменять, я такой, ну, у меня есть хоть какое-то, типа, уже узнаваемость, хоть какая-то минимальная. И потом впало даже мне стало. И ты, ладно, пусть будет Нотми. Да. А какой у тебя Да, ник до Нотми был? У тебя? Прям прикольный? Нет. Или наверное. рандомный вообще? Ну, Hope был никнейм, Надежда. Это круче. Ну да, было бы. Извини. Там еще был такой же чел. С ником Хоп? Да, да. Но он был такой же чел, поэтому, ну, даже менять обратно не захотелось из-за этого. Ладно, у меня вопрос. Тебя сейчас в комьюнити, в нашем, или там в Dota комьюнити, чаще называют Леха, потому что есть стикер вот это вот Леха. Ты видел, наверное, в комментариях. Да, да. Как ты к этому относишься, то, что твое имя стало популярнее твоего ника? Супер хорошо. На самом деле, ну, ник, будем реалистами, реально говно. Типа, но в плане, ну, нелегко произносимый, условно, как я Торо. Вот это вот, который, типа, узнаваемый, прям супер. Вот. И поэтому, когда я только начал играть, типа, в Spirit пришел, первый матч сыграл, у меня друзья зафорсили эти стикеры сейчас. Зафорсили, типа, Ачинский зверь, вот что-то, типа, реально? Леха, да. Вот, зафорсили, и это все зафорсилось, это вообще... Не, сейчас просто открываешь любую победу нашу, или там какой-то там пост, и там просто Леха. Да, ну, в эту игру меня друзья зафорсили. Это что? Давай поговорим про твое начало карьеры вообще, как ты попал в первую команду. И вот, может, ты дашь совет молодым игрокам. Ты сам молодой, сам по себе, пока что. Может, дашь совет молодым, как попасть в профкоманду, как это сейчас сделать, потому что как будто это сейчас труднее и труднее становится, по ощущениям. Или ты сейчас развеешь мои мифы и, наоборот, скажешь, да, не изи. Ну, раньше это было проще. Вот у меня был красный ранг уже, когда я попал в первую команду. У меня был, ну, топ-90, топ-80. Это какой год? 2023. Ну, недавно Или совсем. почти 24. Ну, где-то 23, посередине 23. Вот. И тебя просто позвали из пабликов, написали? Типа... Нет, я понял, что я хочу реально, типа, я уже где-то играл, типа, до этого в каких-то стаках, но это не команда была. Начал писать всем, писал, по-моему, даже Диманов, когда первый субмаринка создавался. Вот тогда я, кстати, ну, плюс-минус и пошел в первую команду свою. Сатаника, вот эта субмаринка. Написал всем, кому мог. Меня позвали в OneMove. Я там играл очень плохо вначале. Я не знаю, как меня взяли, на самом деле. Это мой первый компетитив опыт был. Ну да, я понимаю. Нет, А тесты помнишь? вроде неплохие, а вот первые официалки полное говно. Я там что-то 4.20 сыграл, по-моему. 4.20? Да, Что да. за герой? Тачс. Нормально. Ну там на Даче нормально как будто. То есть гайд какой? Ты добавляешь всех друзей в паблике, и ты апаешь 90 ранг, и пишешь «Привет, го, соберем команду» или «Привет, возьмите команду». Правильно понимаю? Ну, гайд быть максимально дружелюбным, простым челом, который реально может любому челу написать просто вот так-то, так-то. Я условно Леха, го дружить. Года уже. Ну, Как в детстве Как в было детстве, у типа, нас, да. 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 Но если ты открытый чел, ну, у тебя реально люди будут к тебе тянуться, там, тебя звать куда-то. Еще если ты хорошо играешь, тем более. А ты в пабликах вообще не токсичный чел. То есть ты просто сидишь спокойно. Я вообще не замечал за тобой. Даже вот ты... Есть люди, которые, например, у нас в команде, не будем называть их по именам, орут просто, не в микрофон, не нажимая. А есть люди, которые надо использовать микрофон. А ты как будто просто сидишь и такой, ну ладно. Я сейчас перенял от них маленько. Да? У Дэна? Да, да. Но в целом просто всегда как-то больше на себе фокус держал. Мне очень тяжело вывести, но у меня были моменты, где меня вывели, но я не прям что-то там ругался или еще что-то. Я больше стараюсь это типа как-то в шутку выводить. Ну, не знаю, мне просто чел пишет, и пишет, ты лох. И мутно. Ты лох? Ну, или там, пошел. Что-то типа того. Это неплохо. То есть ты не горишь, шмотки не разбиваешь, катки не руинишь. Специально такого у тебя не было? Но у меня были моменты, когда уже у тебя начинается выгорание. Ну, когда там 10 поражений подряд, например. Ну, это в начале, мне кажется, вот такое бывает. Потому что первое, чем ты должен работать, это менталка своя. 10 подряд лузать и с этого еще сильнее гореть. Ты даун, типа. Вот
А работает гайд, то, что вот ты 2 игры проиграл, тебе нужно сделать перерыв, часик-полтора, погулять там, пройтись, и еще можно играть. Или не работает так? Но мне кажется, желательно всегда стараться в какие-то перерывы минут 5-10 после игр делать. С чистой головой возвращаешься на игру просто. Все. Даже если ты выиграл, проиграл. А давай вернемся к Team Spirit тогда, раз ты рассказал уже про Yellow Submarine One Move. А ты воспринял приглашение вообще очень просто. Я читал твою микроинтервьюшку, ты написал просто, ну взяли и взяли. Типа ничего такого не было. А что вообще должно произойти в жизни, чтобы такое, типа, вау, да, это круто. Team Spirit же, не соврем, для многих организация мечты, можно так сказать. Мечтают люди попасть. А ты просто сказал, ну да, так вот и все, да. Почему такая реакция спокойная, настолько спокойная? Ну, это цель, которую ты ее пытаешься добиться всю свою жизнь, условно. Ты идешь к этой цели, и когда ты добиваешься, ты чувствуешь, что это не конечная цель, это просто, знаешь, просто ступенька. Вот. И поэтому нету какой-то прям супер-гипер радости. Ты можешь в моменте порадоваться, но это все равно ступенька, типа, к твоей основной цели. А ты ожидал инвайт Team Spirit, правильно понимаю? Или как? Ну, нет, на самом деле нет. То есть ты вот играешь в паблике, тебе написал Дима, привет, погнали, поиграем тесты Team Spirit. Ну, нет, я играл тогда КВшку за Субмарином, Ага. он мне пишет, у нас там такая-то ситуация, ну, пойдешь ли ты на тест? И ты с таким же лицом, типа, да-да. Ну, я поломался сначала. Ты еще и поломался? Да не, я шучу. Да, не знаю. Давай, Бля, 3 дня, давай дай мне через подумать. недельку подумаю, да. В целом, да, просто такой... Я сначала подумал чуть-чуть, наверное, минут 5. Я подумал, и такой, ну ладно, окей. 5 минут. Ну да, но я еще спросил насчет того, буду ли я туре доигрывать за Субмарину. Сказал, да, ты типа доиграешь. Это было Блин, для меня это в первую ответственная очередь. история, это ответственная история. Вот. А если бы сказали нет, не успеешь? Было бы грустно. Ну, ты Не все равно знаю, пошел бы я не тестить. знаю, как бы вышло. Нам было в том моменте думать. А твоя конечная цель это что? Вообще сейчас вот в доте, если возьмем. Банальная очень? Конечная цель? Ну да, в Ну, доте. не знаю. У меня нет конечной цели. Ну как, ты сказал, то есть у тебя есть цель и ступеньки, типа попасть в Team Spirit, выиграть там инт, выиграть там мажоры и все остальное. Конкретно сейчас у меня ясная, понятная цель, условно, там, стать лучшим в мире, допустим. Вот это, конечно, понятная цель. Но как она будет дальше развиваться, я не знаю. Потому что ты не можешь стоять на месте, и такой, ты добился цели, все, что мне дальше в жизни делать? Ну это правильно, да, это факт. Ты, должен искать, где ты хочешь еще развиться. А что для тебя стать лучшим в мире в доте? Как это вот в твоей парадигме коррелируется? То есть что это? Чтобы, люди, которые не играли в доту никогда, слышали твой ник и заходили из этого ника, типа, вот они знают, что ты, типа, какой-то ебанутый хайскилл, что ты такой один в мире, и они такие, иду в доту из-за него. Вот. Вдохновить, чтобы люди заходили в игру, типа. Фейкер в лоле. Ну, Плюс-минус то же наверное, самое. я не знаю. А на 4 не труднее стать лучшим в мире вообще? Труднее, наверное. Мне кажется, то есть... Не знаю, посмотрим. Как. Просто хайлайты же обычно делают либо кэрри, либо мид игроки, либо Так не оффлейнеры. обязательно, мне кажется, делать хайлайт. Просто идеально играть каждую игру. Ну, вот условно, представь, если ты 2 года подряд будешь выиграть все турниры, ты не будешь лучше на своей позиции? Будешь, наверное. Ну, наверное, будешь, но тебя, наверное, не запомнят, как фейкера сейчас запомнили. То есть все идеально знают его. Любому человеку скажи, даже кто не в киберспорте, наверное, они такие, да, я знаю этого чела. Я не знаю его. Но я тебе помогу, Лех, с твоей целью. Ты Спасибо. мне пиши, если что, в личку. Да, будешь на скейпе пиши. Ты пришел в Team Spirit. Это уже плотная команда. Они давно играют вместе. Что было самым трудным и кто помогал тебе адаптироваться больше всего? Трудностей поначалу не было, на самом деле. Потом у меня возникли трудности, когда прошел этот период, где все играли просто по инерции, просто как они чувствуют. На чуйке какой-то играли, и уже началось там ошибки, плохая игра в целом. Вот. И на уровне этого у меня начался еще типа какой-то личный спад в плане игры. И вот тогда было тяжеловато. Вот. Я потом старался как-то адаптироваться к этому, старался не аффектиться с этого. Это самое, мне кажется, важно, что надо было делать тогда. Что я сделал как раз-таки. Вот. Держать в голове то, что это на долгую перспективу, типа. То, что ты не должен прямо здесь и сейчас просто всех челов выносить. Ты должен просто собрать харю и стараться как можно быстрее вливаться, так сказать. Но, тем не менее, у тебя получилось. То есть у тебя очень хороший перформанс был на первых играх. Все запомнили твоего Клока, например. Да? То есть все тебя хвалили изначально, хотя прийти сразу в стак, который выиграл там пару интов, ЕВЦ и все остальное, довольно трудно. То есть ты просто фокусировался на себе, просто показывал все, что умеешь, правильно понимаю? Ну, не знаю, просто какой-то поток был. Вот чувствуешь, делаешь, и все у тебя получается. Бывает иногда такое.
Есть такое мнение в киберспорте, что вот собрать только просто 5 хайскильных игроков очень трудно. И очень важна химия в команде. Ты когда вот пришел в состав, как будто я тоже пришел с тобой познакомиться на буткемп, и я сразу почувствовал, что у вас есть химия вот эта вот. Есть такая ситуация? Или как ты думаешь? Мне кажется, больше речь не химия, а то, какие вы типа люди. И стакаетесь ли вы как Ну вот, люди. да, я про это и говорю. И вы стакаетесь, получается. Ну да, ну и я бы сказал, что я такой, мне не тяжело с кем-то стакнуться. Вот. Я просто обычный чел, знаешь, самый базовый. Просто Не, вот есть условно типа разноцветные детальки, которые там одна не подходит, одна подходит друг другу, а я просто вот такая, которая может подобрать типа цвет любой. подойти везде. Просто базовая деталька, которая типа везде может быть встать. Вот. Это вот из Лего маленький квадратик. Да, да. Опиши каждого парня по предложению. Как ты вот на них смотришь, такой, вот этот чел такой-то, этот такой-то, этот такой-то. Давай с Дэна начнем. Ну, Дэн клоун просто. Не, ну он просто позитив вайб. Вот. Это реально человек, который олицетворяет вайб команды. Он где-то шутку вкинет, где-то и начнет просто троллить кого-то. Это круто. Ну, это все, наверное. Илюх. Илюха, на самом деле, вот Илюха очень, наверное, крутой чел в этом плане. Вот он очень трепетно ко мне отнесся, когда я пришел. Вот он супер трепетно отнесся, он где-то меня подбарил, я сказал, что все, типа, у нас все хорошо. Вот когда они сидели все на буткемпе, а я нет, он предложил, говорит, мне так делали, год тебе камеру типа поставим. Он говорит, мне так уже делали, это, говорит, это будет супер. Это он предложил? Это он вкинул, типа, да. Это круто. Мага. Мага? Да просто такой, вайб-бенд, и все. Ну, просто существует. Существует просто? Ну, да, Но вы просто- с ним стоите на линии. Ну да. Поэтому, наверное, про него как-то можно побольше сказать. Или как это работает? Я знаю, что Мага во время игры не разговаривает практически. Сейчас он начал больше говорить. Как у вас это было? Для меня Мага просто чел, который на чуйке понимает условно досконально все. Что нужно делать или что нужно было делать. Он чувствует. Он это в игре не может сказать, ну вот прям сказать все. Но он это чувствует. То есть он очень хорошо и за микро, и за макро отмечает. В основном за микро. Вот условно на линии, где ты должен был чел лучше подбить, он вот это вот именно инста замечает. И при этом он не может это объяснить тебе в моменте, и тебе надо Не, подстраиваться Он очень быстро. что-то объясняет, но в целом это тяжело в моменте объяснить. Мгм. Вот. А тебе тяжело было изначально вот играть с ним первый там Изначально матч? просто, а потом Сложнее. стало, да. А как это работает? Почему? Ну, потом у меня был спад, потом мне было тяжелее, вот, а потом мы что-то начали уже набирать, и было все хорошо. Фил. Про Фил? него очень можно сказать, да. Фил? Спасибо. Ну, я не знаю, что про Фила особо можно сказать. Но он пересел на новую позицию, например, пятерку, да? Мгм. Как ты... Вот ты, наверное, смотрел наши предыдущие матчи, когда он играл на четверке. Что поменялось у него, может быть? Как-то он, может, стал больше говорить во время игры? Ну, я не прям следил, вот, но в моменте, когда мы, типа, собирались перед буткемп перед ЕВЦ, он в моменте начал догонять в плане речи, он начал больше разговаривать. Может, из-за того, что у него появилось больше свободного времени, может, из-за того, что позицию поменял. Особо следить я не следил за ним, как он играл на четверке в Спирит. Я так пару игр, типа, смотрел, подмечал и все. Мипошка отмечал в интервью каком-то, либо перед ЕВЦ, либо во время ЕВЦ, что у тебя очень сильный микроскилл. Он говорил, что микроскилл прям на 10 из 10, а макроскилл нужно потянуть. Как ты сам думаешь, что у тебя сильная сторона, что нужно еще немножко подкачать? Макро точно не помешает подкачать. Микро, я думаю, это просто... Микро определяется в моменте. Как ты в моменте жмешь кнопки, как ты чувствуешь файт, условно, как ты чувствуешь лейнинг, как это вот определяет микро. Это все на чуйке. Ты А если вот по десятибалльной ай себя сам ты сейчас... Я не могу оценить свой микро из-за того, что это все в моменте. Не могу увидеть, типа, сверху, как я жму кнопки. Вот. Но в моменте я иногда пересматриваю свои игры и думаю, вот как плохо я нажал кнопку. Как плохо ты нажал? Да, да. Мы играли против Parivision, где я украл там курсу плюс ульту, Raptor Dance. Я в моменте вот смотрю эту игру и думаю, боже, как я кнопки нажал? Это вообще ужас. Ну почему, если ты перевернул там драку уже полностью? Да, но там в моменте я плохо встал, у меня плохая позиционка была в драке. Я нажал курсу после уже его ульты, это во-первых. Во-вторых, я нажал курсу не на вилку, а на него. Все, я вспомнил этот момент, да. Да. То есть ты себя любишь покритиковать? Но... Или как это у тебя работает? Да, не прям критиковать. Я считаю, что хорошо игра, но всегда можно играть лучше. Вот. И всегда есть много ошибок. Всегда есть много ошибок. А что стало самым сложным вот из перехода из тир-2 команды в тир-1 для тебя именно?
Ничего? Типа ничего не изменилось вообще? Нет. Может, поменялось какое-то отношение к доте у тебя? Может быть, рядом игроки начали тебя больше мотивировать играть в доту паблики? Может быть, что-то Не, такое? вот в Субмарине у меня было все хорошо с этим. Я в Субмарину, когда пришел, единственное понял, что ну, тут надо прям работать. Вот. То есть у меня все перешло в Spirit. А когда пришел в Spirit? То же самое. Единственное из того, что когда я пришел типа в Тир-1, интуитивно проще ставить варды, потому что в основном все находятся на правильных частях мапы, там сплетятся по карте, ну, ясно, Фил хорошо варды там ставит, и ты ясно понимаешь, где тебе нужно поставить вард, там, где тебе не хватает вижена, как ты можешь поставить вард. Это намного все яснее, типа, видно. То есть еще и легче типа, для Да, тебя да. получается? То есть люди, противники, не делают каких-то глупых действий, решений не принимают глупых. Но Из-за этого- они еще, кстати, очень отличаются, что они очень читаемые. Типа играют перфект, понял? Из-за этого понятия, что тут реально чела не будет. Потому что они вот так-то делятся. У тебя довольно агрессивный стиль игры, как отмечали многие комментаторы, аналитики. Ты это изначально в себе как-то сам взращивал? Смотрел, может, за кем-то, какие-то демки, может быть? Либо это у тебя изначально уже было, когда ты начинал играть в доту? Мне кажется, просто пассивно играть не особо нравится мне просто. Угу. Это больше, наверное, с точки зрения того, как тебе нравится играть. В моменте, вот у меня бывают этапы, когда я играю, этапы времени, наверное, когда я играю прям агрессивно-агрессивно, когда я играю пассивнее более. Вот. И это супер отличающие формы в плане. А что сейчас в мете? Играть агрессивно или пассивно? Я не знаю, я играю так, как я чувствую. Не, ну вот возьмем, например, Prevision, Nine Class. Но он играет супер агрессивно. Прям. Сейчас он больше пассивнее играет. чем Сейчас раньше. больше пассивнее играет? Да, да. Ну, у него сейчас герои просто Ну да, у него, поменялись. это сильно. все в героях еще Ну да, наверное. отличие идет. Есть просто герой, где ты можешь прям вообще на голову ебаться и бежать, сломя голову. Типа. Тачис. Ну нет, не Тэтчис. Какой-то Клоквор. Вот Клоквор самый подходящий герой, наверное. А тебе больше нравится агрессивный стиль? Ну да, да. У меня была игра, где... А я еще в Субмаринах играл, где я на Клоке чела на воде троллил страшно. Вот я 20 минут бегал за ним по карте и пинал у него коги. У меня было 6 тысяч нетворцев на 20-й. 6 тысяч на 20 у Вайда? Да. Подожди, а вот ты про пинать коги. Ты заходил в соло в лобби просто и Не. пинал их? Или у тебя изначально это просто идеально получалось? Типа закидывать 4-3 кога в одного героя, это же прям хороший уровень. Не, я просто в моменте против меня какой-то тысячник играл на Клоке. На Клоке я ставил против него линию, и у меня жестко было. Подумал, бля, в Клоке что-то есть, надо затестить. Я затестил Клока, первую игру у меня не получилось, потом, когда понял, что ты должен, типа, первый подойти на расстояние, оттолкнуть, чтобы ты вторую инста пнул в чела, чтобы попасть. И ты там уже можешь 3 коги, типа, за пазуху чела запинать. Вот. То главное выбрать позицию просто правильно. Ну да, ну типа того, 3 коги за пазуху. Я тогда сыграл игр 15 на Клоке, я говорил всем, что Клок имба, типа, все его будут абузить. Вот я подвигал Клока, и так получилось, что Клок реально, типа, имба. Ну и мне так совпало, что я еще реально много игр на нем сыграл до этого. Много практики было. ИВЦ 2026. Недавно вернулись мы с этого прекрасного турнира с тобой. Расскажи про свои ощущения, эмоции, потому что я помню, после там второго БО-2 или первого БО-2 ты говорил, что волнение было, оно присутствовало, это абсолютно нормально. Расскажи, может, как-то ты его поборол? А может быть, оно само как-то прошло? Ну, не знаю, я просто играл. У меня не было прям волнения. У меня был некий дискомфорт. У меня был дискомфорт, что неудобно играть, там неудобный свет, еще что-то неудобно. Поэтому я старался просто как-то абстрагироваться от этих мыслей. О том, что мне прям неудобно, где-то некомфортно. Старался как можно больше получить удовольствие от этого процесса. А ты к этому просто привык со временем, правильно я Ну понимаю? да, да. Просто к свету. А Ну, что свет пофиксили, на самом деле. свет пофиксили? Да. А что еще неудобно было у тебя? Стул, стол. Да просто в целом не привычно, что ты играешь типа на сцене, другой стол, там другие девайсы. Но все равно, когда ты играешь словно из дома, там потом из практиса, тебе нужно все равно типа как-то еще подпривыкнуть к ПК, к настройкам. А на сцене вообще тебе понравилось играть? Когда там все кричали «Леха! Леха!» Нормально было? Леха! 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 Нормально, на То самом есть деле. это тебя бустит или отвлекает? Не, меня вообще не отвлекало. Я не знаю, бустило меня это или нет, но меня не отвлекало. Меня это, наоборот, чуть отвлекло типа от матча. В хорошем плане, что у меня не было там... Сильных переживаний, наверное, да? Ну, не переживаний, наверное. Возможно, переживаний. Ну а что, сильного напряжения? Ну, напряжение. Вот напряжение было хорошее, кстати, особенно против Яндекс матч. Я прям напряге был. Я старался как можно больше там раскрепоститься. А ты еще на сцене, я знаю, играл без колена, как ты обычно сидишь, то есть в практике, вот так вот. Это как-то тоже повлияло или Ну, в нет? практике я не так все. А как Дома. ты сидишь? Ну, Не, дома? Нет, дома и на буткемпе ты все время так сидишь. У тебя все время колено где-то вот здесь вот. Я помню, я тебя фоткал,
Мне говорят, сфоткай без колена. А я не могу тебя сфоткать без колена, потому что 2.14 вот так с колена. Возможно. А там ты почему-то сидел без колена. Хотя, например, возьмем Nightfall того же. Он снимает ботинки и сидит с коленом. Ты так не задумался? Не знаю. Или просто В моменте не пришел просто, не пришло в голову? что так надо сделать. Но мы не проверим. Да, Да, пока что. проверим. Но на следующем туре надо проверить. Я думал, ты про ноги хочешь спросить. То, что я дома с ногами на столе играл. Где? Я из дома играл онлайн-турик. И у меня были ноги... Dream League? Да, и Dream League, и Blast. Вот так вот? И у меня ноги на столе были, да. А, я помню скрин. Да, с этого. И чего? И тебе удобно? Ну, нет, я не фулл играл так, я просто сидел так на драфтах. Из-за того, что у меня кресло, короче, не держало спинку, у меня, короче, сломался механизм, не держало спинку, да. И если чуть облокачивался, все, у меня кресло улетало. А как ты играл во время официалки именно? Во Ты же время брал ноги? официалки, нет, я фулл фокус, я свою спину от спинки, типа, убирал, что я даже не прикасался. Тоже неудобно немножко. Но теперь ты на лане попробуешь поиграть с коленом, правильно? Да, ну, это обязательно. Все, я прослежу за этим. Ну и давай двигаемся к последнему вопросу с тобой. Представь, что вы выиграли TI в Шанхае 2026. Кому будет твое первое сообщение либо звонок? И что там будет написано, либо сказано тобой? Ну, маме, наверное, позвоню. Скажу, все, я победил, найс, победа. И все. Ну да, а что еще? А она за тобой все равно еще смотрит, правильно? Она с матча смотрит, она все плюс-минус понимает, раз она там Warcraft Ну, я ее, Ликвипедии обучил, как пользоваться Ликвипедией. Она теперь смотрит, когда матч, там, вот, трансляции И просто твою страничку обновляет и смотрит на Total Win, правильно? Не, она просто следит за матчами, типа. Вот. А матчи она сама не смотрит именно в онлайне? Смотрит. Она смотрит, она ничего не понимает, но она смотрит. А брат ей не помогает, не рассказывает рядом? Брат мне не смотрит ничего, ему пофиг. У него своя жизнь, у него работа, он на заводе. А второй брат? Второй брат, посматривает, но у него тоже работа. Не, они же в разных частях живут. А, все, я понял. Да, кто-то в Аче, кто в Красноярске. У меня мама в Красноярске живет сейчас. А мама тебе пишет после каждого, типа, матча там? Типа... Она мне стикер отправляет с миньончиком, с поцелуйчиком, типа, уху. С миньончиком просто такой? Ну, миньон такой, уху. А если ты, например, когда ты проигрываешь матч? Потому что я помню, грустный стикер отправляет. грустный стикер отправляет. И ты тоже грустный стикер в ответ. Нет, я в моменте просто, я читаю, и я забываю, типа, как-то на это отреактить. Вот, и все. Она это понимает, я думаю, она просто отправляет, типа, свою реакцию, что там болело, там еще что-то. Блиц. Отвечаешь быстро. Не задумываешься. Тяжело. Ну, я думаю, ты справишься. Что первого в голову придет? Самый сильный игрок, против которого ты играл? Ну, самый сильный игрок, против которого я играл? Нет таких. Нет таких? Вообще нет. Ни одного? Ну, я ни одного бы не сказал, что он прям супер круто играл. Как-то без шансов меня вынес. С пабликом? Да, возьми мне всю. очень много челов в жопу. Страшно паблика. Но неймы просто, типа, там, лысики. Да. Не, на самом деле, вот Тысячник — это просто скрытый гений, на самом деле. Да? Вот я учил еще, научился на пакету, что он за товарами инстапачку блочит первую, чтобы пачка потара зашла. Блин, это, кстати, Я это тоже хороший. обучился, типа, ты супер тяжелую линию на пакет так и делаешь. Лучшая четверка в истории Доты для тебя прямо За сейчас. истории доты? Ну, Да. пусть будет Джерекс. Герой, которого ненавидишь видеть против себя. Пак? Пусть будет. Самый неприятный тиммейт в пабе. Молчун, Токсик или Фидер? Милан. Герой, на котором у тебя точно получилось бы выиграть мид у Дэна. Феникс или Инвокер. И он тоже на Инвокере либо на Фениксе, правильно понимаю? Ну, не знаю, на Фениксе очень хорошо, на самом деле. У меня были бы шансы. Надо будет проверить. 50 на 50 матча. Надо проверить будет. Посмотрим. Мы это проверим, друзья. Если бы не Дота, то киберспорт в какой дисциплине? На ПКС крутой, на самом деле. В КС бы пошел. Или Valorant. А ты играл в КС-ку? Да. Нормально? Ну, не прям на хай-левеле, просто играл в кайф. Ну, типа там 2000 в премьере. Не, я даже в фейсе особо не играл. Не, в премьере там 2000. Премьер я играл до премьеры еще. А, до премьеры. Вот. У меня Беркут. там, Беркут был. Два калаша. Не, Беркут был. Беркут был? Круто. Это нормально. У меня тоже был. Друзья, ну что, на этом будем заканчивать. Я про Лешу все узнал. Надеюсь, вы тоже про Лешу все узнали. Интересно пообщались, Леш. Ты классный парень. Пишите ваши комментарии. Может быть, какие-то вопросы я упустил, и вы хотите у Леши узнать что-то. Я их обязательно задам во влогах во время Шанхая. Вам спасибо. Ставьте лайки. Пока-пока.